Всем респект, с вами Фиспект. Я купил себе iPhone 12 Pro Max, и сегодня расскажу, как я просрал на этот кусок цыганского кирпича 100 тысяч рублей. Почему это самый худший телефон, и я пожалел о том, что я его себе приобрел, и при этом я все равно никогда не вернусь на Android. И это самая животрепещущая тема, вечные споры, Android или iPhone, сегодня подгорит жопу у многих, но советую меня выслушать и досмотреть видос до самого конца, потому что мое мнение не самое популярное, и думаю, вам оно будет интересно. И как-никак я просрал 100 тысяч рублей, поэтому хочу, чтобы вы не совершали моих ошибок, поэтому берите печенюшки, чаечек, видос будет очень ламповым. Такой же ламповый, как мысли о том, чтобы взять и собраться с друзьями в уютном ангаре, посидеть у костра, послушать звуки природы, обсудить тактику действий в боях. И, наконец, влететь с двух ног в улетный танковый экшен, где существует лишь одно правило — победить. Запускай танки в свободный полет, одним ударом показывай, кто здесь главный, отправь рака на дно. А если сильно хочется, прихлопни сразу троих. Ведь от тебя никто не сможет уйти. И все это с отличной графикой, атмосферными звуками и бодрящим геймплеем. Находи свой путь к победе. Для этого прямо сейчас переходи по ссылке в описании, регистрируйся и получай подарки для уверенного старта. 7 дней премиума, танк Т2 ЛТ и 400 тысяч кредитов. В бой! Ну что же, для начала вы должны понимать, как я пришел к такой недешевой покупке. 2 года назад я пользовался только андроидами, покупал себе какой-нибудь новый Xiaomi за 14 тысяч, и мой самый последний Android телефон был Xiaomi Mi Mix 2S. Тогда я считал, что это просто пушка, вышка, гонка, и дальше двигаться уже просто некуда. Покупать себе iPhone я не хотел, потому что считал это оверпрайс говном, просто переплата за яблочко. Так как у людей мнение меняется, и это нормально, в один момент, когда я начал с YouTube более-менее зарабатывать, я созрел для покупки своего первого iPhone, и это был iPhone XR. Купленный с Алиэкспресса за 50 тысяч рублей. Я об этом снял ролик, и он собрал уже больше 1 миллиона просмотров. Там были первые впечатления, а спустя 3 месяца я окончательно дал себе понять, что андроидом я больше пользоваться не хочу, но об этом немножко позже. Мой беленький iPhone XR служил мне верой и правдой на протяжении почти 2 лет. И в один хуёвый день он у меня разбился. Выйдя с души и положа телефон себе в карман шорт, я сел на свое кресло игровое, и он у меня выпал прямо задней крышкой на металлическую ножку кресла. И просто вот такая вот трещина. Тогда я даже не расстроился, потому что когда я пользовался андроидами, я хотел их менять каждые полгода из-за каких-то своих причин. А здесь он прослужил 2 года, я даже не задумывался о том, чтобы его заменять, и наконец-то появился повод. То есть я даже немного обрадовался, что наконец-то он разбился. Что-то с ним случилось, чтобы заменить его на что-то более новое. Практически сразу было принято решение о том, чтобы купить себе новый телефон, а iPhone XR отдать своей девушке, потому что у нее была уже морально старая семерка, которая просто лагала. А здесь XR это реально апгрейд, тем более разбитость экрана задней крышки ни на что не повлияет, потому что она носит телефоны в чехле, и это лишь визуальный такой не прикол. Старенький XR отдаем девушке и думаем, какой себе новый телефон взять. Я думал насчет андроидов, и мне очень много рекламных предложений прилетало и от Samsung, и от Xiaomi, Oppo, Vivo, вот это вот все. Такие суммы, что я мог себе 5 новых айфонов купить, но моя идеология неизменна. Я люблю айфоны, позже объясню почему, и я от всего этого отказывался только чтобы себе взять за свои деньги новый iPhone. Думал я исключительно между линейкой 12-х айфонов, потому что мне безумно нравится угловатый дизайн. Я когда увидел презентацию, когда я в руках трогал старые SE-шки, 5-ки, 4-ки, мне это очень сильно нравилось. И я себе захотел именно 12-й, не что-то другое, потому что дизайн. Жду вашего осуждения в комментариях, что взял телефон за дизайн. Но об этом я поговорю позже, потому что я об этом очень сильно пожалел. Сейчас мне нужно было выбрать, какой именно 12-й iPhone взять. Мини, простой 12 или Pro, или Pro Max. В общем, я начал думать. В магазинах на открытых стендах я трогал в руках 12-й мини, и он мне вообще не зашел. Слишком маленький экран, неудобный телефон, я его себе не хотел. Хотя на презентации он мне очень даже понравился, в реальности оказалось не так. Просто 12-й iPhone самый, наверное, идеальный телефон с 12-й линейки, но у меня были деньги на то, чтобы взять себе что-то получше. И я такой типа, возьму себе 12 Pro Max. Дело в том, что я его не трогал на открытых стендах, его просто не было, но вот именно его я себе решил взять, потому что были деньги. И как же сильно я пожалел. Вот это лопата. Вот это лопата, нихера. А чё он такой скользкий? Его ж проебать нехуй делать. Это самый неудобный телефон, который я в принципе держал в руках. Мизинчик натирается угловатым дизайном, остаются красные следы, больно, неудобно. Он привешивает от своего веса, от своего размера. Когда ты едешь в такси на любой кочке, он просто у тебя может выпасть из рук. Он скользит в руках, потому что этот угловатый дизайн, сбоку скользкая поверхность. Неудобно печатать, неудобно дотягиваться до привычных мне элементов. Это самый худший iPhone, который я вообще в руках держал.
только представьте сейчас мои эмоции. Я потратил 100 тысяч рублей на телефон, который мне безумно нравился, как он выглядит в плане дизайна. Это очень дорогой инструмент, и он мне не понравился с первых же секунд, как я его распаковал. Я ненавижу чехлы, я их не ношу на телефонах, вообще никогда не носил. Это первый телефон, которому мне пришлось купить чехол по двум причинам, потому что он скользит у меня в руках. Вторая причина, в нем есть MagSafe, чтобы заряжать его беспроводной зарядочкой. И есть специальный чехол от Apple, который стоит 5000 рублей, где ты можешь его заряжать с помощью такой вот бляшечки, которая стоит еще 3000 рублей. А ко всему к этому не забудь еще купить адаптер за 2000 рублей, потому что в комплекте его не положили. Здесь претензий к Apple нету, потому что сейчас все Android телефоны новые флагманы тоже идут без адаптеров, но сам факт есть факт. К телефону я еще потратил около 12 кусков, просто чтобы он нормально работал, заряжался и не скользил у меня в руках, чтобы решить те проблемы, которые мне предоставили с нулевой секунды. Купил чехол, купил аксессуары для зарядки, теперь он не скользит, да, только теперь он стал еще больше, и теперь он выпадает с руки еще лучше, он просто сам себя перевешивает, когда ты держишь его одной рукой. Я ехал в такси, он у меня выпал из рук, потому что он просто сам себя перевесил на кочке, он просто выпал у меня из рук, такого никогда не было, я мог потерять свой телефон за 100к на следующий день, как я поехал в такси. И если у вас есть деньги, если вы ютубер с полмиллионами подписчиков и хотите купить себе айфончик, не берите 12 Pro Max, это самый худший телефон в мире. Я бы сейчас все отдал, чтобы отмотать время и купить себе не 12 Pro Max, и не 12 Pro, и не 12, и не 12 mini, а просто 11 iPhone с округленным дизайном, чтобы в руке удобно лежал. Мне все, мне больше ничего не надо, хочу нормальный телефон. Вы сейчас скажете, вот ты так обсираешь iPhone, и почему ты им продолжаешь пользоваться? Потому что разделяете iPhone и iOS. iOS по сравнению с Android божественно. Хоть и 12 iPhone это худший телефон в мире, сейчас я поговорю про iOS по сравнению с Android. И здесь начнутся дизлайки, потому что люди не услышат посыл. Я все-таки постараюсь до вас донести свою мысль. У моей мамы, тети, подруги Xiaomi, у моего друга Honor, у второго друга Samsung, и я, в принципе, пользовался этими телефонами, и я их трогал в руках. Я не буду говорить про быстродействие операционной системы, потому что это зависит еще от стоимости телефона, от начинки и все такого. Хочу поговорить конкретно про оболочки и то, как эти телефоны себя позиционируют и как там вот это вот все работает. Xiaomi, боже, насколько это была классная компания с большими надеждами, убийца айфона и все такое. Сейчас я вижу, что происходит с новыми оболочками. Это просто такой трэш. Они полностью копируют Apple во всем, пытаются копировать в оболочке, но пихают такое количество ненужных функций и рекламы. Это просто ужас. Я уже как 4 месяца переехал из своего старого города в большой, и когда я недавно вернулся к своим родителям, я взял их Xiaomi, а посмотрел, что там вообще происходит. Ты листаешь, просто свайпаешь влево, и у тебя вся строчка в рекламе, какие-то непонятные приложения, какие-то новости. Это как? Это для чего? Это зачем? Это кому нужно? Шторку сверху полностью скопировали у Apple. Рекламы добавили не то, что какие-то там приложения свои установили или еще что-то. Ты заходишь в приложение для очистки. Очищать телефон, это уже тупо звучит, но ты захочешь очистить телефон, ты заходишь в это приложение, очищаешь, а после чего тебе на весь экран рекомендуют установить какую-то игру. А чё? Нормально. Предустановленные приложения, как рекламные, так и от самой оболочки, типа экосистема. Не отрицайте, не скрывайте. Вы, когда покупали себе Android, первым делом вы удаляли все это говно. И это факт. Бля, у меня не записался звук почему-то с экрана. Ну, короче, вышло обновление на Android, и все сломалось, все приложение. Ну, большая часть. У меня не работал TikTok, я его переустановил, не заработал. ВК у меня тоже вылетал. Google сейчас вылетает, сейчас Тинькофф вылетает, я даже не могу в личный кабинет зайти. Для этого нужно переустановить. И вроде бы вышел какой-то фикс по этой херне у Google, но это надо как-то вручную там заебываться делать, надо разбираться. Короче, у меня сломались приложения. Вот, можешь вставить видос, если что, рассказать. Вышло недавно обновление, которое нахуй сломало все приложения. Виджеты. Вот все кричали, что типа, вот, когда на айфоне добавят виджеты, все будут кричать It's a Revolution, Джонни. Ну, по факту, да, оно так и есть. Я смотрю на андроиды друзей, спрашивал у себя в чате, в телеграме, типа, что у вас там, какие виджеты вообще, чем вы пользуетесь. У людей просто стоит часы на весь экран, на главном экране, и погода. Все. В тот же момент виджеты в iOS, они гармонично смотрятся, стильно сделаны, и пользуются ими абсолютно все. Например, я могу смотреть доставку курьера, где он находится, и сколько мне еще ждать мою хавку. Могу посмотреть, сколько сейчас стоит такси, акции, конвертеры валют, чаты в Телеграме. Это все сделано для людей и очень удобно. В отличие от Андроида, где я бы кого не спросил, они пользуются только погодой и только часами на весь экран. И, конечно же, вы сейчас напишите в комментариях, что вы-то, конечно, пользуетесь всем вот этим вот функционалом Андроида, но почему-то все говорят, что им это не нужно. И так раньше говорили яблодрочеры. Интересный парадокс, что теперь говорит это андроидолюбы. Закрытые системы. Извините меня, но возможность скачивать фильмы с торрентов,
скачивать бесплатные игры и приложения. Это, возможно, и делает Android лучше, но не для всех, потому что люди все-таки идут к тому, чтобы платить за контент, а пиратство — это незаконно. И я это не одобряю, не поддерживаю, поэтому для меня это вообще не плюс, это огромный минус. И переводить это в качестве аргумента не стоит. А по поводу файлового менеджмента на iOS, о котором все говорят, что невозможно файлы перекидывать, все такое, особенно этим любит заниматься Алексей Шевцов, это полный бред, сейчас я вам докажу. Продолжается второй день моих мучений. Устройство недостижимо. Я бы сказал, что устройство непостижимо тупое, блять, потому что с него даже нельзя скинуть файл. Ты просто перетягиваешь, устройство недостижимо. Вот напишите, вы хоть раз встречали такую ошибку в Windows? Да, встречал. И Алексей правильно подметил, что это именно ошибка Windows, потому что у iPhone есть режим совместимости, оптимизирования файлов, кодеки, вот это все. NVENC, если не даваться подробности, то он пытается оптимизировать файлы, чтобы перекидывать их удобно на Mac, а Windows не дает такой возможности. Проблема здесь исключительно в винде, и iPhone дает вам решение этой проблемы, если вы хотите перекидывать свои файлы на Windows. Все, что вам нужно сделать, это зайти в фото и поменять одну галочку. Все, теперь переносится все замечательно. Не хочу обвинять Айтипедию, он крутой, лайк, но такая дешевая манипуляция аудитории, чтобы просто показать, почему iPhone плохой, чтобы больше аргументов в своем ролике было, это манипуляция. И все, что можно было сделать, это загуглить и не давать такой тупой тезис. У Алексея большая преданная аудитория подростков и школьников, как и у меня, потому что это нормально, просто его слова звучат более убедительно, потому что это Алексей Шевцов. Я его тоже люблю, но здесь он либо ошибся, либо специальная манипуляция, проблемы с файлами на айфоне нету. И как вам доказать? Вот, у меня все переносится. И за 2 года у меня один раз была такая проблема, я загуглил, узнал и решил ее. Так ли плохие андроиды? Нет, к сожалению, доход нашей страны не позволяет всем купить айфоны разом, поэтому бюджетные андроиды — это выход из ситуации. Но, если брать в сравнение какой-нибудь Samsung за 130 тысяч и iPhone за 130 тысяч, безусловно, iPhone. Да что уж говорить, купишь ты какой-нибудь топовый Samsung, через год захочешь его продать, будет стоить в 3 раза дешевле, чем iPhone, который потеряет в цене 20%. Это очень ликвидный товар, например, та же 7 Dash, она старая, я ее выставил на Авито, через час мне написал уже 6 человек, готовые забрать ее прямо здесь и сейчас, хотя я написал, что это ревка с Алиэкспресса, удроченная, старая, ее взяли просто с руками и ногами, 6 человек за час написало. Вот где я точно не хочу спорить, так это то, что iPhone это не самые передовые устройства по каким-то характеристикам. Камера, аккумулятор, герцовка экрана, здесь это все не топовое. Но почему-то люди это рассматривают отдельно на бумаге, не беря в расчет саму iOS, качество материалов и вот это вот все. Самый наглядный пример — это 120 Гц. Почти что во всех флагманских андроидах он есть, но я опять же был на открытом стенде, я пробовал, как будто анимации недорисованы, микрофрезы как будто ощущаются, как будто что-то в 120, что-то в 60, это еще более нелепо и хуже выглядит. Я вас уверяю, как только на айфоне выйдет 120 Гц, все будут кричать It's a Revolution, потому что это реально будет круто и сделано качественно, в отличие от того, что сейчас я вижу на андроидах. Это не полноценные 120 Гц, это какой-то огрызок с недорисованными анимациями и микрофрезами. Я это все к чему веду. Насколько бы не были плохи сами телефоны у Apple, то есть сам телефон, iOS незаменима, она лучше андроида во всех аспектах. Что бы ты ни взял, будет сделано намного качественнее. Я даже не могу представить, как сейчас после айфона пересесть на какой-нибудь Xiaomi, где полностью спиженная оболочка, где куча рекламы, микрофрезы, лаги, вот это вот все, и типа на пользуйся. Нет, я этим пользоваться не могу. Я официально теперь хейтер Xiaomi, жду комментарии и дизлайки от людей, которым мама купила за 14 тысяч рублей солями, и они будут кричать, что это лучше айфона, топ за свои деньги и все такое. Не топ. Когда попользуешься айфоном, тогда поговорим. Еще я считаю, что в корне неверно сравнивать две операционки, если ты пользовался только одной и делаешь выводы о другой только по слухам в интернете. Также не совсем корректно строить свое мнение о том, что iOS плохая, если ты пользовался ей раньше, до X, старыми айфонами, без Face ID, со старым iOS. Это не совсем правильно, потому что сейчас 21 год, мы же сравниваем современные андроиды с современными айфонами. И приводить в аргумент то, что вот на андроиде это появилось и раньше, да какая к черту разница. Если ты берешь телефон сейчас, тебе важно, как это работает сейчас. И если при выборе телефона сейчас ты берешь тот, где вышло что-то раньше, пусть оно работает и хуже, то ты глупый просто. Ведь никто из так называемых яблочных рабов не отрицает, что да, функции появляются позже, но они более качественные. И я, как любитель айфонов и iOS, говорю вам, да, это так и есть. Они выходят позже, но они качественнее, поэтому я лучше подожду и получу качественный продукт. Яблоко дрочь.
Ролик получается и так сумбурным, перескакивание с темы на тему, поэтому я сейчас хочу отмести все прошлые темы и поговорить о том, почему стоит взять iPhone 12 Pro Max. Мощность. Когда я пользовался iPhone XR, мне и так казалось, что открывалось все максимально быстро, но когда я начал пользоваться 12 Pro Max, это стало еще быстрее, особенно видно в сравнении. Это реально быстрый телефон. Лидар. Сначала я подумал, что это абсолютно бесполезная для меня функция, просто за нее переплатил, типа считывать пространство, я AR-приложениями не пользуюсь. В тот же момент я отсканировал свою комнату один раз, поприкалывался и забыл. На самом деле в будущем, когда я начал больше снимать и фотографировать на iPhone, я понял, что эта функция очень крутая, помогает быстрее намного фокусироваться на какие-то объекты, блюрить задний фон, и вообще она отвечает много за что связано с пространством, и особенно в видеосъемке. И это следующий этап, плюс этого iPhone, он снимает просто охерительно. У меня есть камера Sony A6400, я ее покупал за 70 тысяч, сейчас она стоит почти 90. Когда я купил эту камеру, я думал, ну все, капец, теперь я очень красиво снимаю, теперь я понимаю, что эта камера мне в принципе не нужна. Конечно, мой iPhone не дотягивает до полноценной камеры, особенно в сценах малой освещенности, но если света достаточно, то открываются новые прикольные возможности. Опять же, как я сказал, фокусировка просто отличная благодаря тому, что есть лидар. Просто восхитительный, плавный, бесшовный зум. А также замыливание заднего фона происходит не за счет каких-то линз крутых и матрицы, а за счет технологии лидар. Ну и банально на iPhone просто удобнее снимать. Большой экран, возможность перекидывать свои файлы на MacBook или iMac через AirDrop, чего у меня нету, но я собираюсь приобрести, потому что я собираюсь переезжать в другой город. Переводить ПК невозможно, это другая часть России. Пока не буду говорить куда, это спойлеры, но если соберете много лайков, я обязательно сниму видос про MacBook. Учитывая, что переезжаю, могу спокойно спалить свой адрес, и вы только посмотрите, какой отличный широкоугольный объектив и какой отличный зум. Конечно, не ваш Samsung, но тоже довольно-таки неплохо. На этом плюсы заканчиваются. В основном меня телефон больше разочаровал, чем порадовал, потому что им пользоваться некомфортно. Но это не отменяет того факта, что я просто обожаю iOS, и на Android я переходить вообще не хочу. Как только пофиксят все эти проблемы, которые я сегодня назвал с айфонами, я обязательно приобрету себе новую модель. А пока буду пользоваться этой. Вам же, если вы все-таки собираетесь брать себе iPhone, я советую очень пристально присмотреться к ним в магазинах на открытых стендах, потому что брать вслепую, как я, такую большую лопату, вы скорее всего пожалеете. Я готов попробовать перейти на Android, только если эта рубрика вам зайдет. Вы напишите в комментариях, какой именно Android мне попробовать. Возможно, я кардинально изменю свое мнение, а люди меняют свое мнение, и это нормально. Если я приобрету себе какой-нибудь Android, то обязательно за свои деньги, чтобы быть максимально неангажированным, и тогда мы уже лоб в лоб сравним два телефона. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, и ролик про MacBook и про сравнение Android с iPhone выйдет как можно скорее, потому что вам будет это интересно, а мне будет это интересно снимать, потому что вы будете это смотреть. Фидбэк, ёпта. Также хочу извиниться перед людьми, которые ждали видос про заработок школьнику. Он обязательно выйдет, но немножко позже, потому что планы в жизни поменялись. Извините. Скоро вы все узнаете. А пока.